было лет 5 назад. Мы приняли решение, давайте начнем контролировать качество медицинской помощи, качество диализа, да, проводимого. Ну, на примере достижения, допустим, диализной дозы, это одно, и коррекция артериальной гипертензии. Мы постоянно просили, чтобы наши руководители регионов отчитывались, почему у них не достигается целевое значение артериального давления. И в ряде регионов мы увидели значительное улучшение ситуации. Прям вот кардинально. Прошло 2-3 месяца, мы очень сильно порадовались. А дальше, когда наши аналитики проанализировали ситуацию, приходит ко мне начальник информационно-аналитического отдела и показывает табличку, в которой там, где данные артериального давления вносятся вручную, у нас был такой функционал, там все хорошо. Идеально артериальное давление, попадают в зеленые коридоры, целевые значения достигаются. То есть там, где цифры нечестные. Как только мы запретили ручной ввод, в том числе и артериального давления, и там картина изменилась. Для нас очень важно не подтасовкой заниматься, а получать сырые данные. Это же все честные цифры, они не идеальны. Да? Если посмотрим зеленый коридор, там не все попадают в зеленый коридор, как того требует. На это есть ряд причин. И мы постоянно анализируем это и принимаем какие-то решения, прописываем регламенты, как это изменить. То есть мы каждодневно, получая реальную информацию, шаг за шагом улучшаем наши показатели. Вот мы за прозрачность, потому что где все подтасовывается, да, пациенты реально себя хорошо чувствовать не будут, там будут проблемы. Мы можем принять правильное решение, только зная реальную ситуацию, мониторя ее постоянно. Эта система позволяет получать абсолютно достоверную информацию, она не позволяет делать какие-то изменения. Опять же, допустим, раньше у нас была возможность поменять назначение задним числом. То есть если врач вовремя не сделал назначение и знает, что ему за это прилетит наказание какое-то, соответственно, он задним числом меняет, и все в программе хорошо. Вот дальше мы запретили такие вводы. Программа Maximus соединена с модулями, допустим, с лабораторным модулем. После того, как лабораторный модуль завершает лабораторное исследование и выгружает в систему, мы знаем, когда в конкретный день это исследование было сделано, потому что происходит валидизация, и врач подтверждает, лаборант, о том, что анализ соответствует действительности. После подписи это идет в диагностическую машину. Ну, соответственно, в программу Maximus этими цифрами врач может воспользоваться. Никаких изменений программа не позволяет сделать. Все шаги врача, назначения, они точно так же фиксируются. Мы можем посмотреть, когда проведена корректировка лечения. Задним числом ничего внести нельзя. Это точно так же, как, допустим, лечение гипертензивного синдрома на аппаратах идет автоматическое измерение давления, и все пациенты, которые приходят на программу гемодиализа, они проходят чек-ин перед процедурой гемодиализа, после процедуры гемодиализа они проходят чек-аут, осмотр после, аппараты автоматически передают в электронную медицинскую карту артериальное давление до и после. То есть изменить вручную ничего нельзя, поэтому все цифры, которые мы видим в программе, они все достоверные. В нашу программу Maximus поступают только цифры с оборудования. Есть определенные модули, которые позволяют нам достаточно быстро визуализировать динамику, допустим, клинических анализов, да, которые мы имеем, динамику параметров, которые мы отслеживаем. Здесь два варианта. Вот один вариант, когда мы просто смотрим параметры, какие-то анализы, вот, допустим, анализы, да, которые мы имеем у пациента. Все анализы хранятся, конечно же, в хронологическом порядке за весь период, который пациент наблюдается в нашем центре. Мы здесь можем выбрать любую дату, да, с помощью фильтра и посмотреть, вывести любой параметр. Подсвечиваются те параметры красным цветом, которые не попадают в норму. Ну, допустим, я смотрю, да, биохимический анализ крови, это параметры от сентября последние, и смотрим какие-то анализы. Для врача более важно не одномоментно, а раз от раза, чтобы все анализы были нормальные. И вот именно для этого сделан специальный функционал. Мы в графиках можем вывести, как в процессе динамики менялись параметры пациента. Вот мы здесь можем посмотреть. Раньше как было? Была электронная история болезни, либо бумажная история болезни. Если врачу нужно посмотреть, допустим, определенную дозу препаратов пациент получает, как раньше, какие уровни были гемоглобина, либо там других параметров, как это все менялось в течение времени. Он должен пролистать каждый анализ, посмотреть, на это потратить время. Вот мне сейчас времени не нужно тратить, я здесь вижу, что начальный период, ну его любой можно вывести, начинается с апреля, и с апреля параметры нормальные. И не нужно врачу тратить на это много времени. Врач может это время потратить на разбор какого-то интересного другого случая и на общение с пациентами, да, в том числе.
Когда на международных выставках мы рассказываем про программу «Максимус», которую мы используем в наших медицинских центрах, очень многие врачи, которые приходят из других компаний и смотрят на наш продукт, им не нравится то, что нельзя поменять какие-то данные. То есть они понимают, что они под постоянным мониторингом и контролем. И им это не нравится. Я считаю, что только имея достоверные данные, мы можем лечить пациентов очень качественно, а для нас это действительно очень важно. И доктора просто об этом не думают, что программа «Максимус» защищает их, в том числе и юридически, потому что она не позволяет делать никаких ошибок ни в диагностике, ни в лечении. По законодательству Российской Федерации конечную ответственность за лечение пациента, за диагностику, за правильный диагноз несет врач. Соответственно, мы защищаем наших врачей, хотя немногие это понимают, чтобы у них все было в соответствии с законодательством правильно. И благодаря программе «Максимус» мы это делаем.